Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирасьоне. Ноябрь, первая половина ноября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Первая половина месяца. Венера в весах. Любовь и деньги, мои дорогие. Ну вот как-то так, но Венера именно в весах. Это не тельцовская Венера, более прагматичная. Здесь нам про любовь, про чувства, новой грани чувственности. Венера в весах – это какая-то алхимия близости. Это еще и, безусловно, дипломатия, но она не относится к разряду чаще, вот когда мы можем со всеми договориться, да, хотя такие энергии как раз позитивные, они в целом будут преобладать в первую половину месяца. Но здесь именно в личной жизни что-то сделать для себя очень важное. И 4 числа Сатурн переходит из ретро-движения в прямое движение. Это очень хороший, позитивный момент, когда больше ясности, больше порядка. С учетом Венеры. Это мы можем прояснить какие-то отношения, то, что раньше было словно за кадром. Мы боялись что-то обсуждать. А здесь как раз вот эти глубокие разговоры в спокойной какой-то манере или в каком-то более благожелательном или доброжелательном настрое по отношению друг к другу мы можем осуществить. Это какие-то недоразумения, которые прежде были. Мы можем в спокойной обстановке проговорить или завершить бесконечное какое-то ожидание. Может быть и так. Что-то расставить словно по местам. Но надо сказать, что и само-то по себе будет тоже с учетом Сатурна вставать на свои места. И еще до 10 числа Меркурий и Марс у нас будет в знаке зодиака Скорпион. Скорпион – это как раз какая-то тайна, что-то непонятное. А ближе ко второй половине месяца, с 11 числа, в ваш знак переходит Меркурий. Это больше легкости, больше спонтанности, может быть, путешествие. Захочется просто даже недалеко куда-то съездить, если будет такое желание, обязательно отправляйтесь. Мы говорим еще про деньги. Понятно, что вот в первую половину, как будто планетарно даже, нам говорят, проблем с деньгами не будет. Но вторая половина месяца, она... И где-то с заходом на декабрь может быть такая ситуация, когда деньги могут задерживаться. Поэтому будьте рачительными где-то хозяевами. То, что мы получим, мы как будто не должны потратить. А по Венере как раз очень хочется купить что-нибудь эдакое, а потом подумать, ну и зачем я это сделал или сделала. Вот тут быть с тратами аккуратно, несмотря на то, что деньги вообще для всех, для нас где-то теоретически должны быть. Давайте мы с вами узнаем события ближайшего будущего. По сути дела так. Или первую карту, главное событие, может быть, что-то будет конкретно стоять на повестке дня. Может быть, и как событие дня быть, ближайшего дня. В один день какая-то история у вас уложится. Так бывает, за один день мы больше, чем за месяц решаем. Ну или событие ближайшего времени. Так что же будет для вас главное, важно? Посмотрите. Ну, по этой карте это у нас туз пентаклей, материализация какого-то проекта, объекта или получение новостей, новостей каких-то, которые связаны с бумагами, получение денег как таковых. Вот это тоже. По этой карте к нам приходят какие-то как новые возможности, но не те возможности эфемерные, а конкретика какая-то по этой карте есть. Нам могут что-то предложить, и тогда, скорее всего, мы от чего-то не должны отказаться. Иногда приходят те события, которые даже словно непреодолимой силы, но если мы в последующем оглянемся назад, мы поймем, что это было нам необходимо совершенно. Но эта карта больше возможностей. Все же пентакль у нас круглый, он похож как колесо фортуны, как будто сама, знаете, как... Может быть, пространство, может быть, ну, где-то там в небесной канцелярии, мои дорогие стрельцы, для вас какие-то варианты как нового сотрудничества, или это могут быть новые заработки, может быть, просто получение денег, которые не в стандартной какой-то сумме, а еще и плюс к тому, и это вас тоже где-то порадует. Но, наверное, вот чего бы ни касались дела, вопросы с тузом пентаклей, повторюсь, это материализация какая-то, даже если
вопрос касается отношений, значит, это будет какая-то конкретика. К примеру, где мы проживаем, на что мы проживаем, да, или как мы строим свой бюджет, как мы в дальнейшем, какие планы, куда мы идем. Тут может быть по тузу Пентаклей любые возможности. Самое время помечтать, и как будто высшие силы, ангелы, нам у нас буквально ангел, мои дорогие стрельцы, изображен с Пентаклем, вам помогают. Видимо, что-то нужно сделать из разряда того, что было в наших мечтах, планах, перевести в какую-то реальную плоскость. Ну, давайте мы посмотрим, а что может быть в какой-то день. Знаете, заканчивается какая-то ситуация у вас, правда, может быть известие, как окончательно, ведь это карта трансформации. Что-то мы должны отпустить. И тут может быть так, как, знаете, какой-то прежний свой горький опыт. Может быть, вполне вероятно. И уже не оглядываться назад. Не сравнивать, например, новые отношения с тем, как строились прежние какие-то. Или какие-то недочеты на прежней работе, да, или что-то там не получилось. Словно это не переносить в настоящую какую-то реальность. Или не думать, что если я буду действовать по какому-то шаблону, как прежде, что у меня тоже получится что-то сделать. Вот этот момент имейте в виду. Тем более с тузом Пентакли, я уже сказала, есть какой-то момент внезапности, может быть. И тогда, как смена парадигмы для вас может проиграться та или иная ситуация. Может быть, действовать как-то по-другому. Когда 13-й аркан выпадает, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, это именно про трансформацию. И значит, какая-то ситуация у вас, она-то словно завершается. Но мы отстраиваем новый опыт. И поэтому мы еще наверняка не знаем, как слово наше отзовется, или как наши действия будут оценены. И нас карта приглашает в целом не торопиться. Видимо, для вас это будет важно. Хотя, может быть, даже если приходит какое-то известие к вам, да, и на первый момент оно где-то так нас дезорганизует, выбивает словно из какой-то привычной колеи, но тогда нас все равно следует от чего-то освобождение, понимаете? Потому что рядом с тузом Пентаклей приходят новые возможности. Может быть, были какие-то ограничения прежде, а вот здесь все становится по своим местам. Давайте в ближайшего времени события. Посмотрите, какие шикарные карты. Правда, что-то тут у вас может закончиться, то, что вас здорово разочаровывало. У кого-то могут просто определиться ситуации по деньгам, каким образом я зарабатываю деньги. И одновременно по переезду. Или какая-то поездка. Или по работе. Вы можете тоже, если раньше на 2 работах работали, здесь вы можете, ну, уже так конкретно выбирать что-то одно. Для кого-то из вас им изменения, допустим, релокация вашего офиса или какие-то, как график работы может меняться тоже. Но вот не будет как прежде. Может быть, раньше вы ходили в офис, тут вы будете удаленно. Или наоборот, что-то проиграется. У кого-то, когда я ухожу в свободное плавание, теперь я буду именно свое какое-то дело развивать. Дорогу осилит идущий. Это карта совершенства или завершенного успеха. Как будто продолжение какое-то следует, понимаете? По этой карте это не тот успех, который придет вот в эти 2 недели. Это то, что мы будем отстраивать, но мы все равно получим свои бонусы. То есть будет в чем-то успех. Но и теперь-то тоже в эти 2 недели есть то, что как будто нас должно порадовать. Или просто порадует то, что, знаете, было долгое время для нас со знаком минус. Может быть, какая-то ситуация, когда вы вынуждены были в чем-то участвовать. А здесь как будто все разрешится, встанет на свои места. У кого-то может быть и так. Давайте мы спросим. Неожиданные события. Вот такую карту мы достанем. Вот она и выпала в неожиданностях, возможности. Карта императрицы, мои дорогие. Да здесь все полностью благополучие во всех сферах жизни. Что тут себе не запланируй, возможно, все. У кого-то, конечно, это будет с конкретным человеком связаны, какие-то события, известия, может быть, когда вы, ну, будете в чем-то участвовать, может быть, как я сказала, родственник или кто-то, кто важен в вашей жизни. Но я бы сказала, для большинства в неожиданностях императрица– это карта власти, это смена статуса где-то может быть, какие-то, опять же, новые возможности. И все, что касается нашего благополучия, может быть, тоже проиграться со знаком именно в плюс. У вас, мои дорогие стрельцы, выпадает
карта туз пентаклей. Девочки мои дорогие стрельцы, известие может быть о беременности, почему нет? Или как бы ожидание материнства, и вы будете заниматься собой. Вот тут тоже. Но это все, знаете, это само по себе как благополучие в кубе, в неожиданностях. Что-то хорошее вас ждет. Давайте в приятностях, как я их называю, что нам будет помогать. Король жезлов. Вообще ваша энергетика помогает, планы на будущее. Очень созвучно шестерки мечей. Мы сказали, карта заслуженного успеха. Или карта переезда, или наших дальнейших планов, развития, перспективы, прогресса. Вот все вот с этим значением. И по королю-то жезлов это как раз какая-то наша идея или задумка, то, что мы хотим осуществить. Так вот, ваши собственные идеи, инсайты вам помогают. Ваша энергетика солнечная, мои дорогие стрельцы, она тоже вам помогает. Какой-то оптимизм помогает, когда мы с уверенностью смотрим в будущее. Давайте мы посмотрим. Личная жизнь. Вот я хочу такую карту достать для вас. Вы же заявили любовь и деньги. Вот давайте, что у нас на любовь? Хотя на любовь нам уже все сказали, но тем не менее, может быть, будет еще какая-то подсказка. Что для стрельцов? Любовь. А тут нам про деньги. Хотя, знаете, это может проиграться. К примеру, вы познакомитесь, может быть, и не для всех. Вы поедете решать какой-то вопрос по этой карте. Ничто так не постоянно, как перемены. То есть есть какая-то динамика. Видимо, вам это будет нравиться. С другой стороны, мы можем, правда, совершить какую-то поездку, может быть, и не столь далекую. И кто знает, может быть, состоится это знакомство. С учетом, как будто нам ангел предлагает пентакль. Да, я сказала, что иногда это как какой-то ну, событие или новость, или ну, вот что-то происходит. Не совсем говорят про знакомство, но все же это есть элемент, ну, самой по себе неожиданности, понимаете? И с учетом у вас выпадает неожиданность, на неожиданности все же старший аркан императрица и на личную жизнь. Ну, видимо, какая-то история может вас так немножко захватить. Хотя больше нам говорят о выборе каком-то. Может быть, кто-то из вас будет и стоять перед выбором, может быть, по отношениям, и вам нужно будет что-то решить за эти 2 недели. Безусловно, как будто и возможности, и прогресс, и по деньгам. Здесь у нас 2 пентакля вообще изображены еще и в лемнискате. Я бы сказала, что возможность как будто на будущее для себя, не просто тут не совсем про подушку безопасности, а как будто, знаете, новую стратегию разработать. Или это может касаться новых способов заработка, нового дохода, нового какого-то прогресса, опять же, по деньгам, или с работой связаны, откуда к вам поступают эти самые деньги. По этой карте деньги мы не тратим, кстати, да, правда. Хоть и рядом императрицы нам говорят, и туз пентаклей, что как бы с деньгами вопросов первой половины ноября нет. Но мы должны что-то просчитать. Ну, давайте теперь мы деньги достанем. Иногда наоборот там показывают карты. А тут точно наоборот. Посмотрите, какая красивая карта. Здесь сразу про все. И про душу, и про чувства, и про возвышенное, и про земное. Потому что это паж кубков, это какие-то, знаете, приятные моменты, это вдохновение, это желание влюбляться, может быть. Или просто ваша история любви, она наполнится действительно новым чувством, новым каким-то, как вот мы говорили, новая алхимия близости. Вот лучше эту фразу, наверное, и не скажешь. Как будто мы партнера видим совершенно по-другому. И нам хочется дарить нежность. И партнер отвечает нам тем же, когда есть какая-то радость в нашей душе, когда хорошее настроение. Безусловно, по пажу кубков, вдохновение. Может быть, предложение руки и сердца у кого-то так проиграется. Вполне вероятно. Или если вы долгое время встречались, вы можете как раз с человеком уже договариваться или обсуждать вопросы, а давай жить вместе. Или оформим наши отношения, переведем их на какой-то новый уровень. И если мы говорим про материальное для кармана, у нас показан паж, который несет этот кубок. Он наполнен как будто эмоциями. Но
выглядывает рыбья голова, а рыба – один из символов благополучия полного, а у вас еще с картой императрицы. Ну, нечего добавить, мои дорогие стрельцы, первая половина очень для вас как удачно и на прогресс, так и на данный период времени, как будто порадоваться. И в то же время завершить то, что не нужно удерживать, понимаете? Не оглядываясь назад, полный вперед. Посмотрите, какие у вас возможности. Как будто и успех ждет, и с деньгами тоже все более чем перспективно. И в личной жизни, может быть, и смена статуса произойдет у кого-то через работу. Но я вижу так, что и по личной жизни тоже много интересного или благополучный. В целом для вас, мои дорогие стрельцы, период. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.